Воздействие коэнзима на организм настолько глобально, что принимая даже одну эту добавку, он стабилизирует иммунную систему. Важно принимать его вегетарианцам, кто находится в постоянном стрессе, людям, которые много занимаются физическими упражнениями, а дозировка может колебаться от 60 мг до 2500. Кстати, продукты, которые имеют в своем составе коэнзим, выпить пару капсул, это сразу поправит ситуацию. Добрый день, мои дорогие зрители! Сегодня будем говорить о таком веществе, как коэнзим Q10. Его активную форму называют еще убихинон. И с греческого убихинос переводится как вездесущий, и он на 100% оправдывает свое название. Ведь присутствует во всех клетках нашего организма. Это витаминоподобное вещество и родное для него. Поэтому у здоровых людей он способен самостоятельно синтезироваться, и его синтез происходит в печени. Процесс синтеза сложный и состоит из 17 этапов. И, безусловно, для такого производства необходимы все строительные материалы и хорошая работа нашей печени. К 30 годам синтез коэнзима в организме снижается, и к 60 он уже практически не вырабатывается. Клеткам он необходим для поддержания в них жизни и качественной хорошей энергии. Более его высокая концентрация присутствует в таких органах, как сердце, печень, головной мозг. И они участвуют в энергетическом обмене нашего тела, эти все органы, потому что работают 24/7. Американский ученый Питер Митчелл расшифровал принцип действия этого вещества и за это получил Нобелевскую премию. Вообще это уникальное средство, которое позволяет решить самые серьезные глубокие задачи, и воздействие коэнзима на организм настолько глобально, что принимая даже одну эту добавку в правильном составе и в нужной дозировке, можно существенно улучшить состояние организма в целом, завести работу жизненно важных систем и органов. Уверена, каждый из вас замечал, как маленькие детки носятся с утра до вечера, и при этом энергия внутри них не исчезает, а только прибавляется. И как будто внутри какая-то самозаряжающаяся станция или моторчик. Просто поражаюсь, когда укладываю дочку спать, она может громко болтать, крутиться, петь песни, а потом раз и резко уснуть. Но с возрастом эта энергия уменьшается, и со временем нам нужно время, чтобы посидеть, отдохнуть, чтобы восстановиться. И в пожилом возрасте такое восстановление необходимо все чаще и чаще. И как раз за этот запас энергии и уровня жизнеспособности в организме отвечает коэнзим Q10. И давайте сейчас поговорим о его взаимодействии с другими веществами и как же усилить усвоение, чтобы достичь максимального хорошего эффекта от этого такого ценного вещества. Для чего он нужен организму? Дело в том, что все клеточки, из которых состоят наши органы, ткани, системы, они проходят определенный жизненный цикл. Они рождаются, живут, умирают, уступают место молодым клеткам. И для нашего организма и продолжительности жизни в целом имеет большое значение, чтобы при рождении следующей клетки сохранилась ДНК, передавалась правильно генетическая информация и жизнеспособность следующей клетки. Во время ее жизни на нее негативно влияют разные факторы: токсин, дефицит питательных веществ и энергии, нехватка кислорода и так далее. Эти факторы могут ослаблять клетку, и это будет ощущать ваша иммунная система и органы, которые работают 24/7 и ни на секунду не останавливаются. Для сердца дефицит энергии просто недопустим. Так же, как и для нашей нервной системы, так же, как и для нашего головного мозга. И задача коэнзима Q10 – сохранять клетку от повреждений и наполнять ее нужной энергией. Он участвует в переносе электронов внутри так называемых митохондрий. Это энергетические станции внутри клеток. Энергия в нашем организме не берется из воздуха или по волшебству, она образуется в результате того, что мы съели. Еда преобразуется в белки, жиры, углеводы. Они доходят до клетки, а дальше перестраиваются и образовывается молекула АТФ – аденозитрифосфорная кислота. Далее АТФ высвобождается, и митохондрия и клетка может его использовать. И если коэнзим Q10 включился не вовремя или вообще не включился, то данная цепочка рвется примерно пополам. Соответственно, количество молекул АТФ мы получаем в 2 раза меньше, и, соответственно, энергия не поступает в нужном количестве. Он нужен для всех. Для людей, кто находится в постоянном стрессе, людям, которые много занимаются физическими упражнениями, так как им нужно намного больше энергии АТФ и кислорода, чем обычному человеку. И, соответственно, таких реакций синтеза должно протекать гораздо больше. И нужно больше коэнзима Q10.
Кстати, продукты, которые имеют в своем составе коэнзим, это говяжья печень, сердце, красное мясо, яичный желток, шпинат, красная рыба, но жирная красная рыба. В итоге мы получаем вот эту самую энергию, и мы в форме двигаемся, работаем из-за того, что у нас есть энергия. Скажу еще пару слов про усвоение коэнзима Q10. Например, вы определили, что вам нужен коэнзим, поискали в интернете, купили самый дешевый, заказали, пьете, результата нет. Почему? Потому что усвоение в пищеварительном тракте происходит, его усвоение не очень хорошо. И большая часть попросту выводится. А дозировка может колебаться от 60 мг до 2500. Как же сделать, чтобы при средней дозировке получить максимальное усвоение? Есть такие лайфхаки. Например, пеперин, который содержится в черном перце. Он на 30% повышает усвоение коэнзима. А если добавить еще к нему аминокислоту L-карнитин, она поможет завести жирные кислоты в клетку и тем самым усилит усвоение вещества внутри клетки. Также усиливает воздействие коэнзима знаменитая индийская приправа куркума. Конечно, важно заниматься параллельной микрофлорой кишечника и состоянием печени. Коэнзим Q10 имеет разные эффекты. Он поддерживает сердечно-сосудистую систему, так как влияет на жизнеспособность кардиомиоцитов. Это клеточки нашего миокарда. Очень хорошо работает в этом направлении. Особенно важно дополнить коэнзим для восстановления после перенесенных инфекций. Если наблюдается пониженная активность миокарда, и за нее могут возникать такие вещи, как недостаточность кровообращения. Часто такая проблема возникает в результате приема статинов для снижения холестерина. Поэтому очень рекомендовано пить коэнзим вместе со статинами, чтобы избежать повышения холестерина. Что касается артериального давления, коэнзим Q10 влияет на верхнее давление. При повышенном давлении его уместно принимать. Если же давление понижено, по логике коэнзим неуместен. Но он тоже позитивно влияет на выброс из желудочка, то есть давление будет нормализовываться и не понизится еще ниже. При сахарном диабете коэнзим Q10 защищает наши сосуды, проявляя свой противовоспалительный эффект. Это очень важно, так как он, как яркий антиоксидант, защищает наши клетки от повреждения, ограничивает от распространения циркулирующих иммунных комплексов в большом количестве. При воспалении, ревматоидном артрите, при многих аутоиммунных заболеваниях коэнзим отлично работает, он стабилизирует иммунную систему. Эта добавка имеет непростую технологию производства, и качественный продукт не может быть дешевым. Кстати, если в коэнзим добавлено еще качественное масло, это тоже усиливает его действие. Для поддержки и в профилактических целях используйте 60 мг в день. Если есть сердечно-сосудистые заболевания, курс приема коэнзима может быть от 1 до 3 месяцев и больше. При диабете его хорошо сочетать с цинком, с аминокислотами. Очень уместно также в этом случае поддерживать печень, помогать ее фильтрации. Можно добавить, например, продукт Фандетокс. Подведем итог. Кому нужен он? Он нужен спортсменам, потому что у них высокие энергозатраты. Тем, кто испытывает эмоциональные перегрузки и постоянный стресс. Какие-то предболезненные состояния для предупреждения обострения и развития инфекций, когда вы чувствуете упадок сил, опустошение, слабость. Выпить пару капсул, и это сразу поправит ситуацию. Важно принимать его вегетарианцам, так как для них тоже очень важный данный баланс, и нужно найти нужные жиры, аминокислоты в нужном количестве и качестве. Отлично работает при вегетососудистой дистонии. И еще он снижает боли, мигрени, выравнивает энергетический потенциал. Коэнзим – реальный помощник для всего организма. Он работает изнутри, повышает энергию каждой клеточки. А молекула ЭТФ отвечает за поддержание сердца в хорошем состоянии, за качественную передачу крови. И коэнзим Q10 – это вещество, которое убережет вашу клетку от быстрого старения. В своей практике и для своих родителей использую этот продукт. И особенно мне нравится добавка, которую производит компания «Коралловый клуб». Он в хорошей дозировке, в него добавлено очень качественное масло. Вообще, у кого возникли какие-либо вопросы по продуктам или по применению, можете написать в комментариях или мне лично. Все координаты есть под этим видео. По вопросам приобретения продукта обращайтесь к людям, которые поделились с вами данной ссылочкой. А на этом у меня все. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. До встречи в следующих видео.